Всем привет, дорогие мои друзья! Добро пожаловать на мой канал. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь. Вас приветствует Империя Таро. Благодарю вас за обратную связь. Рада, что мои расклады с вами резонируют. Да, читаю ваши комментарии. Я очень рада, что вы на моих раскладах растете. Растет ваша самооценка. Да, то, что вы воспринимаете информацию правильно. У меня есть такое вот, да, то, что я говорю правду матку. Прям в лицо. Ну, соответственно, не выбираю выражение. Ну, если он мудак, ну что ж сделать его? Ну что, ну придурок он такой. Ну, а как его по-другому назвать, извините. Если сам там стоящий мужчина, соответствующее к нему и отношение будет стоящее. Также напоминаю, что личный расклад вы можете заказать, написав мне на WhatsApp, либо в Instagram. Я укажу свои ссылки, как можно со мной связаться, в описании к этому видео, либо первый комментарий. И также дополняю, что акция за 2000 рублей личный расклад продолжается до конца июля. Также добавлю, кто находится на сегодняшний день в созависимых отношениях, хотите, помогу, обращайтесь. Также завтра у меня день рождения, 25 июля. Кто хочет меня поздравить, отблагодарить, помочь в развитии моего канала, оставлю свою ссылку на свой донат. Также добавлю, что как я и обещала, я постараюсь завтра выйти в прямой эфир. И, скорее всего, может быть, сниму расклад в прямом эфире, будем, да, смотреть. Либо будет рубрика «Вопрос-ответ». Там уже посмотрим. Постараюсь все-таки выйти в прямой эфир. Так, девочки, давайте сегодня будем не о мудаках, не о принцах, да. Сегодня поговорим о нас, любимых, да. Что же, как мужчины видят нас со стороны, какая вы их глазами, да. Какая вы в глазах мужчин. Так, подумайте о себе, любимой. Кто же к нам сегодня пришел? Так, какая вы на сегодня женщина? Так, так, говорю как есть. Здесь пришла женщина, во-первых, очень мудрая, да? Мудрая, может быть, мудрая не по годам. Здесь пришла женщина с мужскими стальными яйцами. Женщина на сегодняшний день, которая справляется со всем, да, со всеми своими проблемами. Конкретно, если вы, предположим, когда-то были замужем, да, мужчина вас мог оставить там, ну, ради другой женщины, вот вы остались со своими проблемами, конкретно. Вы за этот период превратились в мужика и все тащите на себе. Помимо этого, вы настолько умная, кстати, у вас есть еще такое, то, что чуйка очень такая вот, даже вот, прислушивайтесь к своей интуиции. Кто-то здесь из вас изучает Таро. Помимо этого, женщина здесь духовно развитая такая, несмотря ни на какие проблемы, конкретная, четкая, да, у нее конкретно есть цель, вот она к этому идет, хотя препятствий много, ответственности на вас, я же вам говорю, за мужика и за женщину здесь, женщина с остальными яйцами, вот так вот. Какая еще вы женщина на сегодня, интересно? Так, скорее всего, на личке у вас тишина. Здесь женщина может быть одинокая на сегодняшний день, но не скажу, что вот она прям страдает, умирает там и все. Кстати, у кого-то на сегодняшний день может, кстати, в больнице лежать. Скорейшего вам выздоровления. Но на сегодняшний день у вас может быть два источника дохода. Женщина на сегодняшний день стоит, не скажу, что прям прекрасно, но, по крайней мере, стоит нормально. Женщина самодостаточная, женщина красивая, женщина, в принципе, ни в ком и ни в чем, ну, не нуждается. На сегодняшний день как будто вот личная жизнь ушла на второй план. Не исключая того, то, что если, предположим, вы были любовницей, да, когда-то, мужчина, например, вас поимел и кинул, пострадали, да, несмотря на то, что держитесь, молодец. Помимо этого, женщина сейчас на сегодняшний день, скажу так, может, вы ленитесь вступать в какие-то отношения. Почему? Потому что, ну, в принципе, вам и одной комфортно. Так, какая еще вы на сегодняшний день женщина? Так, во-первых, кого-то могу добавить. Здесь знаете что? В ближайшем будущем у вас идет знакомство с мужчиной. С тем, не знаю, вы, может, этого мужчину визуализировали. Пожалуйста, получайте. Да, такое тоже есть. Вот для кого-то на сегодняшний день личная жизнь прям очень интересная. Но и еще могу добавить. Вообще, вы какая женщина? Да? Вот у вас есть один минус. Конкретный жирный минус. Появился у вас мужчина,
да, это может быть вот этот товарищ, который вам наобещал того, не, того, там такие перспективы, вы можете быть падкими на иллюзии, понимаете, придумывать, доделывать его, вот он есть такой в реальной жизни, да, а вы к нему там сами от себя приплюсовываете те качества, которые в нем не существуют, такое тоже есть, но в ближайшем будущем в вашу жизнь врывается мужчинка, такое тоже есть. Так, какая еще вы женщина на сегодня, интересно? Спокойно, дела идут спокойно, кстати. Так, кто-то здесь, наверное, по работе передвигается. В принципе, жизнь идет размеренно. Здесь у кого-то конкретно идут судьбоносные перемены. Кто-то в вашу жизнь на сегодняшний день могут возвращаться люди из прошлого. Не буду привязываться к мужику, это могут быть и подруги. Вот те люди, когда когда-то вышли из вашей жизни, да, они могут на сегодняшний день к вам возвращаться. Такой тоже есть нюансик. И вообще я вам скажу, женщина та, которая вот на сегодняшний день меня смотрит, если вы не замечали, то я вам скажу, это женщина та, которая, кстати, может и людей менять. Вот когда вот вы появляетесь, например, где-то, да, вот с людьми сталкиваетесь, да, вы можете менять судьбу человека каким-то образом, вот, не знаю, либо удачу можете приносить. И покой. Вот что самое интересное, вы как будто этого человека, как вот ангел, да, охраняете. Вы вообще женщина здесь непростая. Еще раз добавляю. И у вас есть такой нюансик, что самое интересное. Можете попадать в такие отношения, да, цикличные. Помимо этого, к вам могут возвращаться постоянно прошлые партнеры. Есть такое. Помимо этого еще добавлю, что если вы сами по себе попадете куда-нибудь в болото, да, то вот все равно вот вас вот судьба как-то не оставляет в покое. В какой бы вы в попе не были бы, да, все равно найдется выход. Вот такой есть нюансик здесь. Все равно, как ни крути, удача все равно есть у вас. Находите выход из ситуации, какая бы она ни была. Так, какая еще вы женщина? Ох, слава тебе, Господи. Здесь молодец. Здесь женщина такая, которая борется с зависимостью, борется со своим дьяволом. Да, борется со своими ограничениями, со страхами однозначно. Здесь женщина, во-первых, на сегодняшний день поздравляю вас. Женщина здесь уже недоверчивая. Аллилуйя. Да, женщина та, которая взялась за голову. Все-таки, да, мозги. К вам не просто так. Уже вами воспользоваться не получится. Понимаете как? Здесь вы как рентген. Вот пришел, все, считала, что надо, тому подобное. Здесь на сегодняшний день вы уже не та, которая вот сразу бросается в отношения. Нет. Здесь, понимаете как? Женщина прошла, скажу однозначно, ад. Буду называть своими именами. На сегодняшний день прошла ад, борется с созависимостью. Понимаете, как есть такой нюансик. Все равно присутствуют ограничения в жизни, но она борется. По крайней мере, слава богу, вот эта пелена розовых очков, она спала. Вы на сегодняшний день видите проблему свою, да, и пытаетесь ее решить. Но женщина здесь, которая, да, еще раз говорю, которая прошла ад. И это, скорее всего, мужчинка такой побывал. Так, какая еще вы женщина на сегодняшний день? Так, ага. Женщина, да, вы знаете, что вы женщина очень перспективная. Женщина вообще идеальная для семьи. Женщина та, которая может дать совет. Во-первых, есть один нюансик. Вот вы попадаете в любовный треугольник, есть такое. Но и еще добавлю то, что на сегодняшний день, аллилуйя, вы умеете, либо вот подходите к этому, которая женщина уже учится выбирать для себя людей. Это вот как вот личная жизнь, да, работа. Женщина здесь коммуникабельная, да, все равно она уже как-то вот выбирает тех людей. Ее просто не так, просто ее обмануть уже нет. Здесь уже не та дура. Раньше у вас просили, использовали, сейчас уже нет. Женщина конкретно, которая хочет заработать денег. Причем деньги здесь идут серьезные. И еще раз опять добавляю, что женщина вы та, которая здесь непростая. Непростая женщина. Слушайте свою интуицию. Что вам подсказывает интуиция, то значит правда. Еще могу добавить, что на сегодняшний день, может быть, вы работаете где-то, да? Работайте, в дальнейшем вам принесет даже очень хороший доход. Вот такой есть нюансик. Помимо этого еще добавлю, что вас могут окружать те люди. Один минус есть такой, то что, понимаете, когда вы поднялись, либо поднимаетесь, да, по социальному статусу, да, в материальном еще плане, да, люди начинают у вас постоянно в вас нуждаться. Вот есть такой нюанс. И когда вы были в болоте, вы никому не нужны были. Сейчас вы чуть поднимаетесь, да, говорю сразу, что-то все нужны. Вы всем нужны стали. Помимо этого добавлю, что, я так понимаю, на сегодняшний день у вас завистников предостаточно. Есть такой тоже нюансик. Почему? Потому что от вас вот веет здесь роскошью. Я же не зря сказала, что здесь мужик с остальными яйцами. Она знает четко, что ей конкретно нужно. Все.
Какая еще вы женщина на сегодня? Ну вот, деятельная, молодец, молодец. Которая работает, кстати, у кого-то работает здесь дистанционка. Да, через интернет работает. Однозначно женщина здесь, та, которая знает себе цену. Аллилуйя, аллилуйя. Женщина, но есть такой вот нюансик, минус в том, то, что женщина находится в своем мире, и она не страдает, повторяюсь. Ей комфортно на сегодня, понимаете? В работе все вроде ничего, и сама, в принципе, себя очень комфортно чувствует. Кстати, у кого-то, может быть, даже здесь общение через интернет есть, работа, дистанционка тоже есть. И вообще женщина здесь, вот знаете, как пребывает в своем мире. Что она страдает, я не вижу. У этой женщины все в порядке. И скажу, и дома все в порядке, и все замечательно у этой женщины. Так, какая еще вы женщина на сегодня? Так, вот я вам говорила по поводу завистников. Завистников у вас куча из прошлого. Это еще есть и мужчина. Мужчины у вас завистники есть. Помимо, они, кстати, могут вам говорить одно, там, да, как комплимент, что такое молодец. Нет, эти мужчины на вас злятся. Еще много из вашего окружения тоже есть завистники. Вообще вы сама по себе очень дружелюбная, но если вас задеть, поверьте мне, здесь такая фраза вылетит, что «мама мия», мало не покажется. Здесь такое есть. Все-таки здесь женщина может за себя постоять. Прекрасно. Если подошла ваша характеристика, то давайте будем смотреть, как же на сегодняшний день, какой вообще вас видят мужчины. Какая вы в глазах мужчин. Так, какая вы в глазах мужчин на сегодня. Так, какая вы в глазах мужчин на сегодня. Так, еще посмотрите. Видели? Вот посмотрите. Я не знаю, какая у меня женщина, молодец, смотрит. Какая вы женщина? Вы та женщина конкретно для создания семьи. Вы роскошь. Женщина та, которая перспективная, которая на сегодняшний день самодостаточная. Если у вас с деньгами проблемы, поверьте мне, со стороны это не выглядит, что у вас есть какие-то финансовые затруднения. У вас и в доме хорошо, и работа идет, и финансы. Понимаете, по всем фронтам. Надо же, замечательно. Какая вы на сегодня еще в глазах мужчин? Какая? Так. Кстати, на сегодняшний день многие из ваших мужчин, они чувствуют на подсознательном уровне, да, что вы этих мужчин, наверное, не знаю, то ли побаиваетесь, да, вот как-то либо считывают то, что мужчина для вас вот как ноша, вот не знаю, блин, что как будто вам без мужика хорошо, да. Помимо этого, мужчины на подсознательном уровне, они могут чувствовать, что у вас был какой-то мужчина, который оставил след. Почему? Потому что, видите, для вас мужчина – это проблема. Вот они это считывают. Так, какая еще вы на сегодняшний день в глазах мужчин? Какая? Ох, какая здесь, ох, какая, ох, молодец. Женщина здесь, во-первых, красивая, самодостаточно конкретная, помимо этого деловая. Помимо этого добавлю, что мужики прекрасно знают, что здесь на кривой козой, на кривой, пьяной, дохлой козе не подъедешь. Конкретно должно быть четко. Та женщина, которая уже показывает, братец, я и так самодостаточная, в меня только нужно вкладываться. По-другому никак, извините. Так, прекрасно, поздравляю вас. Какая еще вы в глазах мужчин на сегодняшний день? Так, во-первых, если что-то будет не по-вашему, поверьте мне, на сегодняшний день, слава тебе, Господи, корону на себя надели. Во-первых, женщина вы со стороны здесь высокомерная, выходите, женщина та, которая знает себе цену, женщина та, которая полюбила себя, женщина та, которая на сегодняшний день выбирает, да, что-то будет не по-вашему, вы спокойно можете человека послать. Понимаете, да? Женщина здесь на выборе. Это не они тут выбирают, это вы выбираете, понимаете как? Женщина здесь, ой-ой-ой. Это замечательно. Вы звезда, реально. Может быть, не знаю, может быть, вы в прямом смысле звезда. Может, вы творчеством каким-то занимаетесь, да, популярность какая-то есть. Это тоже есть такое. Может быть, вы ведете свой YouTube-канал, либо TikTok. Понимаете, здесь все равно у женщины есть выбор. Помимо этого, видите, как почему высокомерная. Перед вами есть выбор. Вы можете выбирать. Захотела, выбрала, пошла. Не захотела, давай, до свидания. Все. Так, какая еще вы в глазах мужчин на сегодняшний день? Так, что-то не по-вашему, сразу до свидания. Женщина здесь колебаться не будет, женщина умеет здесь зарабатывать конкретно деньги. Опять повторяюсь, возможно такое, что из двух источников. Женщина вообще она не уверена в том, нужны ей отношения или нет. Так, женщина здесь, они видят вас, в принципе, не уверены. Помимо этого, здесь нормально самооценочкой, да, которая может им пару словечек сказать. Помимо этого, они еще могут считывать вас как конфликтную. Ну, почему конфликтная, да? Потому что сможет высказать свою точку зрения. Для них же это сразу же, да. Еще для кого-то могу добавить, что они могут вас видеть меркантильной женщиной, такой тоже есть. Но говорю так, что вы для них земная, та женщина конкретно созданная
создана для семьи, для построения чего-то. Эта женщина ответственная, умеет зарабатывать, хорошо стоит на ногах. Даже если у вас на сегодняшний день финансовые, есть с финансами проблемы, вы в глазах сегодня такая, понимаете? Что женщина конкретно с перспективами, и на мусор она вестись не будет. Так, какая вы внешне, интересно? Какой они вас видят внешне? Внешне, да, очень даже симпатичная. Так, есть какой-то нюансик. Вы что там? Не знаю, то ли вы могли охладеть, да, и закрыться. Вот я не знаю, почему у вас разбитое сердце, и они видят. Понимаете, что? Вот внешне есть, не знаю, может, вы полненькая. Вот есть какой-то нюансик, что вы, может, хотите что-нибудь хирургически изменить. Не знаю, может, пластику какую-нибудь, да? Но все равно вы здесь для них, в принципе, такая симпатичная девушка. Но есть один нюансик. Может, они понимают то, что вы хотите что-то осуществить, да, но пока не получается. Либо, может, кто-то из вас говорил о том, что недоволен своей внешностью. Как они вас еще внешне видят? Внешне какая вы? А вы меняетесь. Вы уже не та, которая были. Понимаете, здесь, между прочим, многие люди, да, если вам пока не говорили, многие вам могут сказать, что вы на сегодняшний день проходите трансформацию. Может, из вас вот раньше, когда вы были, да, вот здесь, да, может быть, у вас самооценка была низкая, да? Вот, наверное, скорее всего, здесь получается так, что когда вы в отношениях были, вас, наверное, не любили себя, это как-то отражалось на вашей внешности. Вроде симпатичная, красивая девка, но есть какой-то нюанс. И это было связано с отношениями, с прошлым, с вашим. А на сегодняшний день вы уже меняетесь. Хорошо, как мужчины видят то, что как вы изменились, в какую пользу изменились. Интересно, трансформация. Так, еще здесь выход из отношений. Они знают, что вы вышли из каких-то тяжелых отношений. Так, интересно, как повлияла на вас трансформация? Какой они на сегодня вас видят? Ох, какая! Ох, какая! Ничего себе! Вы здесь крышу любому снесете. Поверьте мне, кто здесь магией занимается, кто здесь изучает эзотерику. Многие думают, что вы ведьма. Понимаете? Но я вам скажу, здесь очень сильная такая личность. Вы поменялись в такую, которая мало говорит. Во-первых, вы закрылись. И здесь очень хороший стратег. Понимаете как? Кстати, на сегодняшний день у вас жизнь старая рушится. Правильно. Женщина та, которая уже прошла и Крым, и Рим. И на сегодняшний день вы хотите верьте, хотите нет, но вы учитесь манипулировать тоже людьми. Вот такое тоже есть. Так что поменялись вы в лучшую сторону. Так, какой вы еще меня видите, скажите, мужчинки? Какая женщина? Ох, женщина здесь справедливая. Что-то не по-вашему, пошел вон. Женщина так, кстати, возможно, на сегодняшний день. Либо не дошла до серьезных отношений, либо побывала в разводе. Бракоразводный процесс, неважно. Вы могли переехать на новое место жительства, да? Женщина та, которая все. Вы, кстати, можете работать в госструктурах. Такое тоже есть. Женщина здесь конкретная. Самооценка здесь высокая. Они тоже такое есть. И помимо этого, они еще вас видят такой, справедливой. Отнесся так, получай. И поверьте мне, здесь женщина будет до победного, понимаете, биться. И надо будет, свалит. Извините, сори, женщина вы такая, но я вам скажу, сексуальная, красивая, харизматичная. Самое главное, это уже женщина, которая сидит на троне, и она знает себе цену, девочки. Какая еще вы на сегодняшний в глазах мужчин? Какая? Так, у вас были жесткие уроки. Скажу так, в принципе, в личной жизни вы не активная. Вы ждете своего принца, наверное, там с серьезными отношениями, когда придет. Во-первых, женщина та, которая к себе требует уважения, а вот таких дебилов не подпустит к себе. Женщина здесь прошла уже уроки. Она сама кого хочешь научит и поставит на место. Помимо этого, женщина здесь бегать, умолять ни за кем не будет. И однозначно, за вами, скорее всего, были отношения. Еще что добавлю. Кто-то из вас проходил здесь жесткие уроки, да? Даже добавлю, что некоторые из вас, может быть, кто-то из ваших мужчин, знакомых, знал о том, что, может быть, вы в больнице лежали, со здоровьем были какие-то проблемы, и вот вы боролись с этой проблемой. Понимаете? Но здесь скажу так, женщина-воин, женщина, кого хочешь, сама научит. Так, еще какая вы в глазах мужчин? Какая вы в глазах мужчин? Здесь сразу скажу, женщина такая, которая стоит перед выбором. Поверьте мне, она не будет зацикливаться на одном мужчине, они вас считывают такой. Вы, скорее всего, на данный период времени, как я вам до этого говорила, здесь с вашей стороны больше в вас это проигрывается мужская энергетика, это четкость, конкретность, она знает, что ей надо. Помимо этого, поверьте мне, на язык вы на сегодняшний день можете и послать, и указать место. Понимаете, если мужчинка будет с вами юлить, долго здесь не будете разбираться, пошел на 3 буквы, до свидания и все. Здесь женщина серьезный игрок. Ничего себе. Вот это да, но еще с мужским характером, такое тоже есть. Еще правду матку в лицо, решительная, ох какая. Молодец, какая еще вы в глазах мужчин.
какая. Так, на сегодняшний день у вас есть какая-то проблема. Они понимают, что у вас есть на расстоянии какой-то мужчина. Есть такой нюансик, да? С этим мужчиной вы были в роли жертвы. На сегодняшний день между вами расстояние. После этого мужчины вы закрылись. Вы в этих отношениях были жертвой. Вы с ним были как в клетке, как в тюрьме. Вот что хотите. Кстати, у кого-то эти, может, отношения, знаете, как были на расстоянии. Может, вы с ним познакомились через соцсеть. Такое тоже есть. Ну, поверила и, как говорится, оказалась в жертвенной позиции. Все они правильно считывают с вас. Так, какая еще вы на сегодняшний день в глазах мужчин? Так... Ой, прошла здесь Крым и Рым. А здесь, знаете как, скажу так. Они знают, что вы повидали много чего, и бедность прошли. И какие-то слухи о вас были здесь непонятные. Какой-то придурок в вашей жизни здесь побывал. Помимо этого, здесь вообще женщина-собственница. Но здесь женщину, не знаю, издевались над ней. Что с ней делали? Здесь женщина была вот в одних отношениях как духовно нищая. Как вот несчастная была вот с каким-то мужчиной. Но помимо этого, на сегодняшний день, скажу так, если кто-то захочет вас привязать и затащить в эти отношения бездуховные, поверьте мне, вы будете ему глотку грызть. И они прекрасно понимают, что у них нет шансов. Вы не вещь, понимаете? Вот это они точно видят, что вы не побоитесь высказать свое фе. Опять повторяюсь. Почему? Потому что женщина здесь, посмотрите, она уже была в таком состоянии. На сегодняшний день она считывает то, что, извини, если ты придурок, иди дуру ищи. А я, извини, себя уважаю. Так, и еще какая вы на сегодняшний день в глазах мужчин. Ох, какая легкость. А у вас все в порядке. Я вам, знаете, что скажу. Если они видят вас на сегодняшний день женщину счастливой, женщина та, которая что-то у вас на сегодняшний день все прекрасно. Если есть дети, да, с вами и с детьми у вас все прекрасно, и на сегодняшний день вы та ценность. Поймите, женщины мои дорогие, любимые, на сегодняшний день вы для мужиков как лакомный кусочек. Понимаете, несмотря на то, что у вас есть дети, а у вас начинается новый период в жизни, что вы легкая, понимаете, яркая, красивая. Помимо этого, смотрите, ценная женщина. Какие еще? Какой еще они вас видят? Так. А вот так вот. И на этом я закончу. Во-первых, женщина вы непростая. Женщина та, которая может поднять мужчину до небес и любить его, да? Поднять вот прям. И то же самое и спустить его. Но помимо этого, вы женщина-победитель. Говорю так. Женщина та, которая сама управляет своей судьбой. Женщина наполненная, по крайней мере, она к этому стремится. У этой женщины, посмотрите, какой они вас видят. Ну, это победитель. Вы что, все хотят с вами побывать, с вами в отношениях. Вы понимаете, вы даже не понимаете, как вы мужика можете изменить в лучшую сторону. Вы еще любви можете дать искренней. Понимаете? Во. Ладно, какая последняя еще раз? Какая еще вы в глазах мужчин? Ох, ох, аллилуйя. Несмотря на то, что жизнь побила, я поняла. Они тоже понимают, что какая-то часть у вас умерла, мужчины, да? Они это видят. Но то, что вот вы в это вот, знаете как, траля-ляпку, я тебе куплю, тому подобное, не верите уже. Здесь уже пришла императрица, а они прекрасно понимают, с этой быть императрицей нужно вкладываться. Поэтому многие не тянут. Они уже понимают то, что они вас не дотягивают. Вот такой есть нюансик. Так что я вам скажу, женщина, вы ценная на сегодняшний день. Многие мужики с вами хотят быть. Это факт. Вы на сегодняшний день красотка. Женщина та, которая стремится к чему-то. Да, это зарабатывает деньги, в себя вкладывается. И поверьте мне, вы можете даже у посторонних вообще мужчин, просто для интереса, спросить, вот, какая я в твоих глазах. И у знакомых мужчин, вот, например, которые знали вашу жизненную позицию, да. И вот просто прокомментировать, да. Вот как я вот изменилась, не изменилась. Вот я вам серьезно говорю, у вас есть кардинальные изменения. Причем, я вам скажу, женщина, вы фартовая, несмотря на то, что жизнь била. Но, с одной стороны, женщина здесь опытная. Но и в конце концов, аллилуйя, через этот опыт она хоть нашла себя. Понимаете, да, есть какой-то вот все равно перчинка, есть такое, что вот какое-то разочарование есть в личной жизни. Почему? Потому что вы одна на сегодняшний день. Вот в этом есть все равно. Может быть, уже и думаете, да нахрен мне кто-то нужен, это головная боль, да? Вот есть все равно. Несмотря на то, что у вас все прекрасно на сегодняшний день, да, но вы одна. А вот темная сторона, все равно есть разочарование по поводу, не знаю, может, прошлое, что у вас там, да, так вышло, и сейчас вот как оплакиваете, все равно есть неудовлетворенность, здесь такое проскальзывает. А так я вам скажу, вы замечательная женщина со стороны, да, для мужчин, они вас видят, женщина перспективная, женщина ценная, женщина конкретная, которую лапшу на уши не повесишь, придурков она сразу отошьет и не побоится, мусора здесь она не собирает, скажу так. Вот такой на сегодня был у нас расклад, девочки. Поздравляю вас. Кто еще к этой позиции не подошел,
Давайте, стремитесь, работайте над собой, поднимайте себе самооценку. Если понадобится моя помощь, обращайтесь. Помогу, чем смогу. Также напоминаю, для личного расклада за 2000 акция продолжается до конца июля. Всех благодарю за внимание. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь на мой канал. Здесь много чего интересного. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, мои любимые подписчики и гости моего канала.